За 2 недели Георгий Мамардашвили дебютировал сначала в Кубке Англии, потом в Лиге Чемпионов и потом в английской премьер-лиге. Давайте разбираться, что было интересно в этих дебютах и почему это чертовски важно для всего грузинского футбола. Погнали! Друзья, всем привет! Это по-прежнему Сандро, канал Shot@, Media. Подписывайтесь, ставьте лайки, потому что нигде больше нет столько информации о грузинском футболе, как у меня. Итак, сегодня разберем 3 дебюта Георгия Мамардашвили, которые вот так вот, знаете, молниеносно случились. И, признаюсь честно, я совсем не ожидал, что все будет так быстро. Благо, у нас есть человек, который все эти 3 дебюта наблюдал, Мария Макарова. У нее есть собственный YouTube-канал, вы можете подписаться, ссылка в описании, в закрепленном комменте будет. Она вообще очень много знает про Ливерпуль, она потому что живет в Англии и ходит на все матчи, и в том числе рассказывает нам про Георгия Мамардашвили. Давайте пойдем по порядку. Итак, Кубок Англии, первый матч Георгия Мамардашвили официальный. Ливерпуль выходит, знаете, немножечко... не то чтобы в расслабленном состоянии, но игра против Саутгемптона. Команда идет в лидерах английской премьер-лиги. И вот посреди недели, это 23 сентября, напомню, уже достаточно давно было. Я хотел что-то записать после той игры, но какой-то, знаете, такой матч был немножечко нелепо, потому что Георгию не удалось сыграть на 0. Китики там удалился после того, как забил победный гол, получил вторую желтую карточку. Ну, в общем, получилось курьезно, но тем не менее... было что сказать про Георгия Мамардашвили. Давайте послушаем, что Мария Макарова в этой игре подметила. Георгий Мамардашвили дебютировал за Ливерпуль в официальном матче. Мои поздравления грузинским болельщикам. И главное, что сегодня была одержана победа, хотя сам матч был довольно забавный, но не из-за Мамардашвили, а из-за Хьюго Экитики, который забыл, что у него желтая карточка, видимо, и удалился. В общем, без шоу не остались. В целом, Георгия здесь любят. Здесь его очень любят еще со времен предсезонки, потому что я ходила на предсезонный матч против Атлетико Бильбао и смотрела предсезонные матчи, и его здесь уже успели полюбить как человека, который играет зрелищно и при этом надежно. Ну и сегодня, собственно, работы-то было у него не так много, но вот гол пропущенный, да, конечно, был обидный был, но не его вина в этом, будем честными, потому что оборона получилась сегодня очень экспериментальная. И Джо Гомес ошибался очень много. В общем, явно не супернадежная игра в обороне сегодня была. Но Георгия трудно в этом винить. А в целом поздравляю с дебютом. И на самом деле, ну пока еще, конечно, Алисону полноценной заменой Георгий быть не может. Но если продолжит выходить в матчах, а в Кубке прошли дальше, значит, будет еще играть Георгий очень скоро. Поэтому... матчей у него будет достаточно. В принципе, матчей тут у всех будет достаточно, потому что Ливерпуль играет везде, где только можно, и игроков, несмотря на то, что состав огромный, не хватает. Так что Георгия мы скоро увидим снова обязательно. Ну и хочется пожелать ему, чтобы уверенности было все больше и больше, и игрового времени было больше, и чтобы он учился у Алисона всему тому, что умеет сам Алисон. Спасибо, Маше, блестящий комментарий и такое резюме. Я, пожалуй, от себя добавлю, что даже по оценкам SofaScore Георгий действительно смотрелся на уровне. Ну, то, что там Ливерпуль валял дурака, ну, что тут сказать, это все-таки был Кубок Лиги. И вот после этого, спустя неделю, 30 сентября, ну, то есть был еще матч премьер-лиги, где, кстати, Ливерпуль проиграл Кристал Пэласу, был матч Лиги Чемпионов в Стамбуле против Галатасарая. Алисон привычно был в стартовом составе, и знаете, ну, никто ничего не ожидал, что что-то пойдет иначе, и мы вообще Мамардашвили увидим на поле. Ну вот, идет второй тайм, середина второго тайма, при счете 1-0 в пользу Галатасарая. Ливерпуль нужно идти вперед, отыгрываться, сравнивать счет, побеждать. Травмируется Алисон. Его меняют, и на поле появляется Георгий Мамардашвили. И знаете, интересно, что в этот же день Георгий Зария становится 30-м грузином в Лиге Чемпионов, а Георгий Мамардашвили становится 31-м. И вот, представляете, уже 31 грузинский футболист сыграл в Лиге Чемпионов.
Мамардашвили отыграл этот матч на 0, ну, то, что от него осталось. К сожалению, Ливерпуль проиграл, но, в общем-то, в целом, наверное, эту игру в актив Георгию можно занести, хотя не сказать, что там Галатасарай особо атаковал в концовке встречи, скорее они хотели удержать это преимущество. Там Марии Макаровой не было, но давайте я вам просто покажу статистику этой встречи. Что касается Георгия Мамардашвили, ну, конечно, неутешительный итог для Ливерпуля. После первой победы над Атлетико Мадрид дома поражение, и команда сейчас где-то в середине Лиги Чемпионской таблицы, а я напомню, что год назад она досрочно заняла первое место, и там было вообще все блестяще. Ну, у команды много новичков, в общем-то, это можно понять. Итак, после матча все начинают обсуждать, а что же, собственно, с Алисоном. И становится понятно, что выбыл он всерьез и надолго, и начинают выкатывать разные списки матчей, сколько игр проведет Мамардашвили. Знаете, я не хочу сейчас их титровать, тут вам показывать, можете календарь посмотреть, потому что не факт. Но ведь мы с вами вот еще недели 2-3 назад думали, что все эти матчи Алисон проведет. Я признаюсь честно, я после игры Кубка Лиги английской я начал смотреть, а когда следующий матч Кубка Лиги, когда мы вообще Мамардашвили вновь сможем увидеть. А теперь видите, как у нас все поменялось. Поэтому загадывать не стоит, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Поэтому давайте на эти матчи мы смотреть не будем. Давайте пойдем дальше. В выходные после Галатасарая в субботу матч Челси-Ливерпуль. Арсенал до этого обыгрывает Вест Хэм, выходит на первое место. И Ливерпулю просто кровь из носа, нужно добиваться победы, чтобы вернуть себе это первое место. И играют, знаете, как-то так тоже не в попад. Все эти новички, Виртс, от которого ожидают какой-то феерии, он ее не производит в очередном матче. И, с другой стороны, это отличный шанс для Георгия Мамардашвили проявить себя. Он ему предоставляется, и вообще, пожалуй, на фоне такой блеклой атаки Салаха, который не был похож сам на себя, Георгий стал одним из, наверное, лучших игроков этого матча, что отметили и болельщики в комментах, и чем восхищались в том числе футбольные эксперты. В итоге несколько сейвов от Георгия при счете 1-1. Там Ливерпуль тоже первый пропустил, потом сравнял. Но вот этот финальный эпизод встречи, когда Георгий как будто бы, знаете, немножечко растерялся. Мне кажется, может быть, он ворота потерял или до конца для себя не решил все-таки идти на перехват или оставаться. И вот видите, есть движение, передача на дальнюю штангу, и тут уже просто он не успел. Наверное, глупо винить именно Георгия в этом пропущенном голе, и болельщики этого не делают. Давайте отметим. В целом и оценки у Георгия неплохие, и повторюсь, что он один из лучших игроков в составе Ливерпуля. Но это слабое утешение, потому что опять поражение. Георгий в этот раз 2 мяча пропускает. Печально, и многие говорят, что действительно эти 2 мяча пропущенных и вообще поражение Ливерпуля омрачили блестящий дебют Мамардашвили. Я здесь немножко хотел бы вспомнить еще про то, как было в Валенсии, если вы вдруг забыли. Там у него тоже была непростая ситуация, ведь он шел в команду вообще играть не за основной состав. Он приезжал еще летом в аренду в Валенсию, не знаю, там, как договорились об этой сделке, это было лето 2021 года, прошел сборы с основой, тренер посмотрел, сказал: опа, ничего себе, и взял его в основной состав. После Мамардашвили, представляете, дебютировал уже в первом матче в игре первого тура против Хетафе, сыграли 1-0, Мамардашвили стал лучшим игроком матча, и вообще тот сезон в Испании у него блестяще сложился. Правда, вот это, знаете, музыка недолго играла, потому что, сыграв буквально 6 матчей, там были неудачные встречи против Реала и Севильи, присел на лавку Георгий, и потом пришлось ждать своего шанса до февраля. Вот знаете, я сейчас хочу Георгию пожелать, чтобы в этот раз он своим шансом воспользовался сразу, и не пришлось бы ожидать второго такого шанса, второй такой возможности, потому что Алисон может его и не дать, хотя, конечно, он значительно старше, и со здоровьем у него могут быть проблемы. Но, знаете, я когда смотрел вообще расписание, сколько Алисон проводит матчей, где он ездит, то в Боливии, то в Бразилии, и где он только не играл, я понимал, что, наверное, травмы у него будут, и, в общем-то, болельщики и эксперты про это тоже писали. Давайте все же дадим слово Марии Макаровой, которая была в Лондоне на матче Челси-Ливерпуль и сформировала свое мнение уже на следующий день после игры, так спокойно, сжато, но все по делу. Слушаем. Состоялся дебют Георгия Мамардашвили
в премьер-лиге, и несмотря на удручающее поражение от Челси 1-2, дебют следует признать хорошим. Наверное, Георгий последний человек, кого язык повернется обвинить в этом поражении, и, напротив, он был одним из немногих светлых пятен в Ливерпуле. Отмечают это и супер расстроенные болельщики, вообще говорят, что неплохо бы выразить Георгию уважение и извиниться перед ним за испорченный дебют. И много хорошего тоже ему в Инстаграме написали, это, конечно, приятно, но еще приятнее было бы не проиграть, конечно, этот матч. В общем, он всем понравился своей уверенной игрой руками, своими сейвами, вот, особенно когда Челси завелся. В общем, несколько раз выручил Георгий, очень так солидно, серьезно, уверенно. А мог ли он сделать больше? Сделал бы это Алисон, предотвратил бы он один из пропущенных мячей. Ну, не факт, может быть, во втором голе быстрее бы отреагировал, но там, с другой стороны, был острый угол, и забивали из-под Робертсона, и не факт тоже, да, что Алисон бы спас, хотя, как мы знаем, Алисон иногда включает режим гения и вытаскивает то, что даже, в общем, невозможно вытащить. Сейчас режима гения от Георгия никто не ждет, от него ждут просто уверенной игры, и то, что он должен был потащить, он потащил. Заслужил хорошую прессу, заслужил хорошие отзывы. Что отмечают, что идет не в пользу Мамардашвили, какое сравнение с Алисоном? Это то, что Ливерпуль с Георгием медленнее начинает атаки от своих ворот, медленнее разыгрывает. Ну, опять же, взаимопонимание у Алисона с футболистами Ливерпуля гораздо больше, просто, ну, в силу опыта. Лучше он видит, как распорядиться мячом, и может быстрее начинать атаки. Вот это, возможно, проблема. И также нужно привыкнуть к тому, что Георгий все-таки левша. К этому тоже нужно привыкать, и, естественно, нужно какое-то время. Но так, в целом, дебют получился очень хорошим. И хочется пожелать удачи, потому что у Георгия впереди еще несколько матчей в премьер-лиге, как минимум, пока Алисон травмирован. И хочется пожелать ему сухих матчей, ну и побед. Спасибо, Марии. Напомню, что у нее есть свой YouTube-канал об английском футболе, и там очень много контента про Ливерпуль, а, соответственно, будет и про Георгия Мамардашвили, поэтому подписывайтесь, ссылка в описании и в закрепленном комментарии, там действительно очень интересно. Друзья, на этом сегодня все. Вот такие 3 дебюта за 2 недели. Георгий сделал что-то невероятное. Там были еще, знаете, такие топы, списки грузинских футболистов. Писали, что даже 10, вот мы посчитали в Лиге Чемпионов, 31-й футболист Георгий, а в Англии даже 10 не было таких. Вот сейчас на ваших экранах полностью список всех грузинских футболистов, кто играл в чемпионате Англии. И посмотрите, сколько лет еще грузины не играли в чемпионате Англии. В общем, своего рода прорыв. Я напомню, что есть еще Вахтанг Салия, еще есть Георгий Чеквитадзе, который пока в чемпионшипе, но я думаю, что должен он перейти вот уже скоро в команду английской премьер-лиги. Я уверен, что будут еще новые фамилии. Жорж Микаутадзе, постоянно курсируют слухи, что должен он перейти то в Тоттенхэм, то еще в какую-то команду. Мне кажется, что грузинских футболистов в Англии будет больше, но вот Георгий Мамардашвили такой первопроходец. Желаем ему удачи, здоровья и, конечно же, ярких матчей в составе сборной Грузии. Я думаю, что вот эти игры за Ливерпуль сейчас добавят ему уверенности и добавят уверенности всей сборной. Вам спасибо за просмотр. Нахвамдис. Болеем за грузинский футбол.